Львица по имени Сана шла рядом со своим энергичным львенком Рао, обучая его различать запахи и не позволяя шалостям заходить слишком далеко. Каждое утро они проходили мимо старого водоема Падма, где в неподвижной глади отражалось алое небо рассвета. Рао нравился запах влажной земли, журчание воды и щебет тропических птиц. Одним душным утром он побежал за стрекозами к мелкому пруду, где рябь на мутной воде отражала голубое небо. Сана заметила, что сына рядом нет, и сразу пошла по мягким следам, слыша, как вода плескалась о вязкий берег. Увидев детеныша, играющего в воде, она поспешила к нему слишком быстро. Ее передние лапы скользнули, и все тело тяжело рухнуло в ил. Густая грязь обвила живот и бедра, и каждая попытка выбраться тянула ее все глубже. Рао остановился на берегу, его глаза расширились, а крик сорвался высоким пронзительным звуком. Сана хрипло зарычала, стараясь повернуться, но ил держал ее, словно кандалы. Несколько львов из прайда услышали шум, выглянули из кустов, но быстро исчезли. Их инстинкт избегать опасности оказался сильнее сочувствия. Солнце поднималось все выше, полуденный жар проливался на гладь болота. Мать и детеныш остались одни среди неподвижного воздуха. Время текло медленно, как сама грязь. Дыхание Саны становилось тяжелее, веки опустились от усталости и отчаяния. Рао метался вдоль берега, не зная, что делать, срывая голос от крика. Жажда мучила его, и он сделал несколько торопливых глотков из мутной лужи, прежде чем снова вернуться к матери. Сана понимала, что чем сильнее она борется, тем глубже тонет. Она перестала дергаться и лишь смотрела на сына, словно желая передать последнее прощание. Ветер нес запах влажной земли, гнилых корней и жужжание насекомых, наполняя сцену тихой скорбью. Рао лег на песок, положив голову на лапы, и его глаза, блестящие от слез, были полны отчаянной нежности. Львица-мать медленно моргнула, будто успокаивая его, и закрыла глаза. Чудо пришло издалека, с гулом двигателя, пронесшимся по холмам и поднявшим облако пыли. Рао вздрогнул, навострил уши, понимая, что шанс спасти мать может быть близко. Из-за поворота показался внедорожник. Два рейнджера возвращались на станцию. Рао выбежал на грунтовую дорогу, стоя перед машиной, дрожащий, но решительный. Его глаза смотрели прямо в лобовое стекло. Водитель резко затормозил. Второй приоткрыл дверь и огляделся, не видя прайда, только одинокого детеныша. Водитель кивнул, но Рао уже бежал вперед, постоянно оглядываясь. Тогда они поняли. Львенок хотел, чтобы они пошли за ним. Джип медленно двинулся, следуя по маленьким следам, отпечатанным на влажной земле. Сквозь густую траву показалось болото. Посреди густого ила возвышалась голова Саны. Два рейнджера переглянулись на секунду, затем быстро оценили глубину грязи, направление ветра и путь отступления. Они решили спасать, но осторожно, ведь рядом могли быть другие львы. Один открыл багажник и достал ящик с анестезирующими стрелами, веревками и ремнями. Второй вытащил деревянные доски, небольшую лопату, металлические колья и поставил предупреждающий знак. Первый шаг — анестезия. Стрела вонзилась в плечо львицы, чтобы не вызвать паники. Они подождали несколько минут, наблюдая, как дыхание замедляется. Затем подали сигнал к началу укладки досок, создавая безопасный путь по илу. Рао сидел на краю берега, глаза устремлены на мать, время от времени поглядывая на людей, будто прося и веря одновременно. Рейнджер закрепил веревку, используя ее как перила, и медленно шагнул на доску. Грязь дрожала, но больше не поглощала его ноги. С безопасного расстояния водитель наблюдал, готовый подать сигнал, если что-то изменится.
Рейнджер протянул веревку через грудь львицы, избегая шеи, чтобы не повредить. Завязал крестовый узел, дал сигнал тянуть. Второй контролировал натяжение. Конец троса был прикреплен к крюку автомобиля. Двигатель взревел, колеса медленно пошли вперед, веревка натянулась, как струна. Тело львицы вырвалось из липкой хватки ила, медленно продвигаясь к берегу и оставляя за собой глубокую борозду, как шрам на воде. Грязь брызгала, покрывая доски и сапоги, но движение продолжалось, пока Сана, наконец, не оказалась на суше. Она лежала неподвижно, дыхание было слабое, но ровное. Рао подошел, коснулся носом ее щеки, потерся и лег рядом, не отводя взгляда. Рейнджеры вылили воду из ведер, смывая засохшую грязь, проверили дыхание, пульс, записали показатели. Свежее мясо положили рядом, чтобы детеныш мог насытиться, и мать почувствовала знакомый запах. Проверив окрестности, рейнджеры вернулись в машину и, открыв окна, наблюдали за львами. Солнце стало мягче, ветер принес прохладу, и вся сцена наполнилась покоем. Прошло несколько минут. Дыхание Саны углубилось, лапы дрогнули, уши пошевелились. Она глубоко вдохнула, веки приоткрылись, и взгляд остановился на Рао. Тот вытянул шею, лизнул ее морду. Раздался низкий рык. Вся саванна словно ожила после бури. Сана встала, неуверенно встряхнула гриву, обнюхала воздух, убеждаясь, что все спокойно. Рейнджеры переглянулись, улыбаясь, больше не вмешиваясь. Сана слезала грязь с шерсти детеныша, вдохнула его запах и мягким движением успокоила. Когда усталость отступила, она заметила мясо, осторожно подошла, понюхала и съела. Рао ел рядом, время от времени поглядывая на машину, и его уши шевелились, словно он понимал, что люди бывают добрые. После еды Сана легла, закрыла глаза, отдохнула несколько минут, затем поднялась твердым шагом. Рейнджеры наблюдали через бинокль, отмечая время и координаты. На сухой траве львица вытянулась, взглянула в сторону Прайда и решила уйти, пока ветер не изменился. Мать и сын обернулись, посмотрели на джип. Их глаза были как нить, связывающая два мира. В кабине рейнджеры устало, но с облегчением улыбнулись, зная, что сегодня они были на стороне жизни. Двигатель мягко заурчал, машина покатилась, оставляя за собой тихое болото. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.